В разгаре стояла самая середина лета. Весь мир казался простым и безмятежным, однако четверо крохотных волчат, сидящих в своем логове, так не считали. Уже 2 дня прошло с тех пор, как их мать ушла на охоту и не вернулась. Голод начал терзать маленьких хищников. Волчата сначала терпеливо ждали, а потом начали тревожно поскуливать, словно предчувствуя беду. А когда их желудки начало сводить от нехватки пищи, они начали жалобно выть, пытаясь рассказать этому миру свою горькую судьбу. Пережив очередную ночь без матери, волчата наконец решились покинуть свое убежище, в первый раз выйдя в этот огромный мир самостоятельно. Все им здесь казалось страшным и таящим опасность, но пустой желудок настойчиво подгонял вперед. На поиски хоть какой-то пищи они выбрались на полянку, но в этот момент что-то страшное зашуршало в кустах, ломая ветки. Волчата кинулись в кучу, прижимаясь друг к другу, и тут же под ними провалилась земля. Вновь погружая их во тьму, верный позвал Степан своего старого пса. Огромная морда показалась из кустов, и пес пристально посмотрел на хозяина, будто желая понять, что от него понадобилось. Мужчина улыбнулся: иди гуляй, я думал, что ты пропал где-то». Пес словно понял его слова и тут же скрылся в зеленых зарослях. Степан сел на стульчик и поправил удилище, будто это как-то могло ускорить очередную поклевку. «Не клюет», — с досадой подумал Степан, взглянув на раскаленное солнце. «И чего я попёрся сегодня на это озеро? Думал, в лесу не так жарко, и рыба клевать будет». Вдруг с громким лаем к нему выскочил верный. Огромный пес был явно чем-то взволнован. «Ты чего?» — вдруг спросил удивленный Степан. «Медведя, что ли, повстречал?» Умный пес отскочил от хозяина, продолжая призывно лаять, будто бы зазывая человека. «Странный ты сегодня!» Снова удивился Степан, медленно поднявшись со своего места и еще не понимая, чего же хочет от него собака. А верный будто этого и ждал. Он тут же прыгнул в кусты, продолжая оттуда подзывать хозяина. Степан отправился за взволнованным псом. Пройдя несколько сотен метров, мужчина увидел, как его собака подошла к краю медвежьей ловушки. Верный позвал хозяин своего пса: «Уйди оттуда, а то еще сам упадешь». Пес заскулил, но так и не отошел от опасного края. Степан не стал спорить, а лишь недовольно качнул головой. Осторожно подойдя к ловушке, мужчина заглянул в коварную яму. Это была классическая медвежья яма с острыми кольями на дне. Попади туда животное покрупнее наших волчат, не избежать ему мучительной смерти. А нашим малышам повезло, они, практически невредимые, ползали по дну между смертоносных кольев. Степан выругался про себя: а если бы человек туда угодил? И о чем только думают те, кто их роет. «Ну что, ты потомство себе нашел?» — улыбнулся он, а верный, будто в ответ мужчине, что-то нетерпеливо проскулил. «Ладно, будь по-твоему», — проворчал мужчина, раздумывая, как ему будет легче вытащить малышей. Теперь верный взял шефство над 4 серыми хищниками. Будто приемный папа, он тщательно следил за ними, уча навыкам и согревая по ночам собственным телом. Волчата быстро привыкли к нему и к человеку, который каждое утро и вечер приносил им еду. Волчий организм позволил маленьким хищникам быстро отойти от стресса и начать интенсивно расти. К концу осени волчата стали уже самостоятельными подростками, способными охотиться и добывать себе еду. Они по-прежнему уважали старого пса, принимая его за отца, но все чаще самовольно уходили в лес, повинуясь инстинктам. А к весне волки ушли насовсем. Верный сильно переживал. Теперь все реже он сопровождал своего хозяина на лесных прогулках, предпочитая оставаться дома. «Ну чего ты, старик, грустишь?» — трепал своего пса по голове Степана. «Они же молодые, им свобода нужна, ты себя вспомни». Пес, довольный вниманием хозяина, пытался ответить на его ласки, но гулять все же отказывался. Может быть, годы уже взяли свое, а может, собачье сердце тяжело переносило это расставание. Теперь Степан один шел по лесу, собирая первые в этом году грибочки. Год обещал быть урожайным, так как дожди шли регулярно и стояла теплая погода. Почти полную корзину набрал Степан, как вдруг дорогу ему преградило семейство кабанов.
Поросята, увидев человека, задорно задрали свои пятачки вверх, пытаясь понять, кто посмел выйти на их тропу. Их милый вид мог бы привести в умиление, однако Степан прекрасно знал, такие крохи одни не ходят, и где-то рядом обязательно должна быть их мать. Так оно и вышло. Через секунду напротив мужчины выросла фигура крупной дикой свиньи, готовой накинуться на кого угодно, чтобы защитить свое потомство. Это яростное и сильное животное способно дать отпор даже крупному волку. Человеку не устоять против него. Степан это прекрасно осознавал, поэтому тут же, оставив свои грибы, кинулся к ближайшему дереву и забрался на него. Но кабаны, как назло, будто бы и не думали покидать это место. Недовольная мама ходила вокруг дерева, запрокидывая рыло, чтобы разглядеть скрывшегося наверху человека. Она хотела скинуть наглеца и разорвать его на части. «Плохо дело», — подумал Степан, — «так она и ночевать меня тут заставит». И не найдя ничего лучшего, мужчина принялся кричать, зовя на помощь, или хотя бы попытаться отпугнуть своим голосом кровожадное животное. Неизвестно, сколько бы еще пришло ему сидеть на дереве, но вскоре он заметил, как на полянке один за другим начали появляться волки. Вот еще сначала изумился Степан, чего они тут забыли, недалеко от деревни. Но вскоре до него дошло, ведь это же его волчата пришли к нему на помощь. Теперь это были крупные волки, поэтому мужчина их сразу даже и не узнал. Волки начали кружить вокруг кабаньего стада, словно играя со своей жертвой, водя вокруг них свой смертельный хоровод. Нервы свиньи не выдержали, и она со всех ног кинулась в чащу, уводя за собой потомство. Волки тут же погнались за ними, а Степан смог спуститься со своего укрытия и, забрав свою корзинку, отправился домой. Всю ночь он после этого вспоминал, как серые хищники пришли на его голос и спасли от жестокой расправы. Почему-то от этих мыслей слезы накатывались сами собой, но не потому, что мужчине было страшно, а потому что он понял, что добро понимают даже дикие животные, и даже они умеют быть благодарными. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.